Добрый день. У нас апрель месяц, и хочу показать, как расцвела энциклия кахлиата. Цветонос рос где-то полмесяца, и вот в середине апреля распустились первые два цветка. Вот так вот они выглядят, такими яркими желтыми звездочками с красивой бордовой губой. Поначалу цветок никак не ароматил, но через несколько дней по утрам я начала ощущать такой сладковато-приторный аромат, напоминающий какое-то парфюмированное мыло. Оказалось, что это пахнет энциклией. Это цветонос на хорошо вызревшей бульбе уже в моих домашних условиях, которая выросла. Хорошо налитая и больше предыдущих. Это хороший знак. Вот еще одна бульба есть. Тоже в моих условиях выросла. И она тоже с чехлом. И там даже виднеется уже бутоны. Значит, ей понравились мои условия. В квартире уже прохладно. 20-21 градус. На подоконнике еще прохладнее, так как у нас сейчас похолодание. По ночам даже бывают заморозки. Днем +8, +5 градусов на улице. Я ее на балкон не выносила. Ей было достаточно перепада температур на подоконнике на кухне. Окно западное. Выходит на запад. Прямые лучи солнца на нее не попадают теперь. Я ее теперь стараюсь притенять. Вот так вот она расцвела во всей красе. Кстати, читала, что она может цвести револьверно, то есть наращивать цветонос. Я, конечно, ожидала, что распустятся одновременно все бутоны. Хотелось бы, конечно. Было бы еще красивее, был бы пышный букет. Ну, пока вот второй цветок распустился. И он увеличивается в размерах. Сами лепестки, они были короче, сейчас они становятся длиннее и слегка закручиваются. Это новый. А это предыдущий. По размерам видно, что один больше другого. Вот такие вот яркие звездочки, ярко-желтого цвета. В моих прохладных условиях я стала реже его поливать. Грунт на поверхности все время влажный. И также он стоит у меня в кашпо с водой. Вот таким образом у меня стоит. На дне кора. То есть влажности ему достаточно. Плюс у нас дожди на улице. Влажность на улице присутствует также и в квартире. Дополнительно ничего не делаю, не опрыскиваю.
и снизила полив. Сейчас перестала удобрять. Мне кажется, пока он цветет, для того, чтобы он не так быстро отцвел, нужно, скорее всего, прекратить удобрение вносить. Ну, а там посмотрим. В принципе, достаточно пока питательных веществ ему. Также идут новые росты, но они меньше почему-то. Намного меньше. Возможно, они затормозились из-за того, что началось цветение тех бульб. И тоже, кстати, с чехлом внутри. Но рост намного меньше предыдущего. И также хочу показать тот, который был с листьями гармошка. Вот как уже они отросли. Гармошка осталась только на кончиках. Она никуда пока не делась, никак не выровнялась. И он тоже меньше, пока бульба еще не налилась. Так что, возможно, нужно все-таки продолжать ее подкармливать удобрением. И он тоже, кстати, с чехлом. Вот так вот уже он быстро вырос. Вообще растет очень быстро. Мне такие орхидеи нравятся. Быстро растут, легко зацветают. Не нужен никакой дополнительное освещение, никак не нужно ее стимулировать к цветению. Главное вовремя поливать. Полив она действительно очень любит, чтобы не сморщивались ее псевдобульбы. И по ним как бы и ориентируюсь. И также по грунту, чтобы был всегда влажный грунт сверху. Но я его не опрыскиваю, а поливаю методом погружения. Напитался грунт водой, все. Это где-то занимает час-два. Дальнейшее ее развитие буду также снимать и показывать, кому интересно. За дополнительной информацией можете обращаться в комментариях. Обязательно отвечу, никого не проигнорирую. Всем пока!